Что такое время? В действительности, начать наши поиски ответа нужно не с нейробиологии и даже не с физики, а с теории информации. Ведь лучший способ понять предмет изучения – это создать его собственными руками. Поэтому, чтобы разобраться в природе времени, мы должны его создать. Мы должны создать собственную простейшую вселенную. А для этого нам как раз и понадобится теория информации. Однако нужно быть осторожным и изначально понять, что речь не пойдет о нулях, единицах, программах, компьютерах или других вещах, чем обычно ассоциируется слово «информация». В нашем контексте информация означает, что какую бы вселенную вы ни взяли, имея самое совершенное оборудование, вы сможете обнаружить минимально возможный объект, в который можно закодировать минимально возможный объем информации – 1 бит. Например, на данный момент, согласно нашим знаниям о природе Вселенной, нечто похожим являются элементарные квантовые частицы. Это не значит, что это истинные биты Вселенной, возможно, что-то есть меньше. Это значит, что на данный момент это минимально возможный доступный объект с минимально возможным количеством информации. Так вот, с нечто похожего и начинается наше создание собственной Вселенной. Представьте абсолютно полную ничто. Это не вакуум космоса, это не пустота, это даже не пространство. Как бы странно ни звучало, это буквально ничто. Но это холст нашей Вселенной. Теперь на этой области ничего мы располагаем простую нульмерную точку, без каких-либо пространственных координат. То есть эта точка меньше даже бесконечно малой величины. По факту это тоже ничто, это ноль. Ведь несмотря на то, что ноль существует и мы часто его используем, в действительности его задача отражать именно ничто. Поэтому на данный момент у нас есть нульмерная точка в нульмерном пространстве, и это первый уровень нашей игрушечной вселенной. Так вот, как вы считаете, можем ли мы утверждать, что в такой вселенной, которая состоит из ничего и располагается нигде, существует какой-то период времени, например, час или 100 миллионов лет? На самом деле нет, поскольку для того, чтобы о чем-то утверждать, мы должны иметь доказательства, а для того, чтобы у нас были доказательства, мы должны произвести какие-либо замеры. Например, чтобы определить какой-то период, то есть время, нам нужно точно понимать, в каком событии он начинается и в каком заканчивается. То есть для существования возможности измерить время должна существовать какая-то причинно-следственная связь. Однако на данный момент наша Вселенная обладает только одним параметром – она либо существует, либо нет, что очень удобно выразить двумя состояниями в виде единицы и нуля. Это значит, что такая простая Вселенная может кодировать только 1 бит информации, о чем мы говорили ранее, и это довольно грустное и скучное местечко. Однако можем ли мы как-то создать причинно-следственную связь лишь в одной нульмерной точке? Ну, мы бы могли предположить, что можно присвоить какие-нибудь дополнительные параметры, например, параметры цвета, и когда заканчивается один, начинается другой. То есть причинность будет заключаться в том, что новый цвет будет следствием причины окончания другого цвета. Так вот, гипотетически мы можем присвоить параметры цвета, однако это снова никак не поможет со временем и причинно-следственной связью. Почему? Да все по той же проблеме того, что из такой точки мы можем извлечь только 1 бит информации, а параметры времени, цвета и существования – это намного больше битов, их просто негде закодировать, для этого нет никакого носителя информации, нет никакой дополнительной точки. То есть система будет находиться в состоянии неопределенности, что очень жирно намекает на квантовую механику, где частицы можно рассматривать как раз-таки как нульмерные точки. Но это не тема ролика. В контексте нашего же ролика мы бы снова могли возразить и сказать: но я же наблюдаю изменения цветов и могу фиксировать периоды времени. Да, вы можете это делать, однако это иллюзия, поскольку на самом деле вы не наблюдаете за полотном из ничего, а как минимум из трехмерного пространства наблюдаете за двумерной картинкой и кодируете информацию где-то в нейронах своего мозга. На самом деле, даже если расширить нашу нульмерную вселенную до одномерного состояния, то есть до отрезка, где 0 это начало, а единица конец, все равно концепта времени в нашем привычном смысле не возникнет.
Однако это нам даст немного знаний о причинно-следственных связях, которые пригодятся позже. Например, уже сейчас мы можем утверждать, что такая вселенная существует в рамках отрезка, равного единице. Однако, что это значит? Это значит, что между нулем и единицей нет разрывов. Каждый участок заполнен точками, он заполнен битами информации. То есть между нулем и единицей не может быть никакого пустого участка, не может быть участка без информации, без битов. Ведь если допустить, что между этими точками есть какой-то разрыв, то это уже будет два отрезка, а значит 4 точки и 2 отдельные вселенные, которые разделены ничем. Но тут встает вопрос, сколько вообще тогда этих точек? А их бесконечное количество, ведь они нульмерные. Это значит, что какой бы масштаб вы ни взяли, вы никогда не сможете обнаружить какое-то определенное их количество. Что звучит довольно абсурдно, однако это только потому, что наш мозг не в состоянии понимать бесконечности. Как бы там ни было, очевидная причина, почему в такой вселенной не возникает классический концепт времени, заключается в отсутствии движения. То есть, если бы такая вселенная как-нибудь эволюционировала и перемещалась от начальной точки к конечной, то мы бы могли применить знакомую всем математическую концепцию времени, а именно разделить путь на скорость и получить время, допустим, 3 секунды. Однако такая математическая концепция времени с секундами – это чисто человеческое изобретение, основанное на циклах Солнца для организации жизни. У такой вселенной нет часов и нет секунд. Все, что есть, это движение и бесконечное количество точек. Конечно, мы бы могли попробовать изобрести свое собственное время и сказать, что наша новая секунда – это период, в течение которого появляется, например, 100 точек. Однако мы снова упремся в проблему бесконечности, ведь какой бы минимальный отрезок мы бы ни взяли, в нем всегда будет бесконечное количество точек. Мы просто снова не сможем произвести измерения и отмерить эти 100 точек. Другими словами, это жирный намек на то, что время в классическом понимании человека – это скорее всего математический трюк, нежели чем фундаментальное свойство Вселенной. Для Вселенной более фундаментальными свойствами являются причинно-следственные связи и движение от причины к следствию. Тут важно снова напомнить, что извлечь полную информацию мы можем только из более высокого измерения. Будь мы жителями такой вселенной, то мы были бы просто замороженной точкой, не способной на перемещение. Мы бы уже были следствием единственно возможной причинной связи. То есть мы бы могли предположить, что возможно двигаться вперед, однако впереди нет ничего, там нет вселенной. Мы бы могли предположить, что можно двигаться назад, однако это невозможно. Данная точка уже является следствием и концом, а если бы нам каким-то образом и удалось переместиться назад, то мы бы создали новую точку причины, а следовательно и новую вселенную. Что в свою очередь разрушило бы старую вселенную и старую причинно-следственную связь, ведь старое следствие перестало существовать и стало причиной. И на самом деле данный пример – это минимально возможное путешествие во времени, которое довольно жестко ограничивается причинно-следственной связью и может существовать только в том случае, если создать петлю, где причина является и ее следствием, так называемая петля времени. В общем, как бы там ни было, бессмысленное существование в такой вселенной нас не устраивает. Например, мы, люди, вольны перемещаться в 3 осях пространства и создавать свои собственные причинно-следственные связи. Поэтому мы должны даровать нашей точке нечто похожее. И в действительности добиться такого довольно просто. Все, что необходимо сделать, это добавить еще одно пространство или новую ось движения Y. В такой вселенной точка по-прежнему не может перемещаться по оси X, поскольку это снова нарушит причинную связь. Однако точке ничего не мешает перемещаться по оси Y, что в действительности дарует ей возможность создавать свои собственные локальные причинно-следственные связи, которые не будут нарушать главную по оси X. Например, изменять тот же свет, что на самом деле преобразует ее из точки в цепочку связей, что принято называть мировой линией. Однако более важным является то, что появляется наблюдатель, который будет извлекать информацию.
Это не значит, что появляется какая-то личность и пялится на точку. Это значит, что появляется какая-то другая причинно-следственная цепочка, которая извлекает информацию о ней. Например, когда мы пытаемся определить положение квантовой частицы в состоянии неопределенности с помощью попадания другой частицы, эта частица будет являться наблюдателем, поскольку она извлекает информацию о положении. В контексте же нашего видео это может быть одномерное зеркало, часы или действительно другой житель. Это не имеет значения. Важно то, что теперь две системы могут совершать различные действия относительно друг друга и делать измерения. А это в свою очередь значит, что точка наконец-то может существовать в нашем привычном понимании этого слова. Ведь вся наша жизнь, все наше существование – это системы связанных причинно-следственных связей. Причем неважно, какую систему вы возьмете, будь то движение атомов, движение клеток в нашем организме, движение нас самих, движение звезд, движение галактик и даже движение электрических импульсов между нейронами вашего мозга. Это все системы, двигающихся причинно-следственных связей. А то, что мы воспринимаем классическим временем, это на самом деле наши попытки извлечь информацию о положении этих систем. Например, положение Земли относительно Солнца, которое влияет на времена года. Культуры Древней Греции, Египта и Вавилона заметили, что они наступают циклично, поэтому люди разделили весь год на 12 месяцев, присвоив им имена своих богов. Тут встает вопрос, почему на 12? А потому что тогда самым удобным способом счета было использование больших пальцев для подсчета количества фаланг остальных 4 пальцев. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. День и ночь разделили по такому же принципу, по 12 часов, а сам час на 60 минут. Почему на 60? А потому что на другой руке тоже 5. И когда отчитывали 12, загибали один палец, и получилось 60. Ведь 5 на 12 как раз таки 60. Такая система счета времени довольно неудобна в современном мире, и многие, в том числе я, иногда путаются, переводя секунды в часы. Однако за тысячи лет такая система отсчета времени укоренилась практически во всех культурах мира. Другими словами, это еще раз подтверждает наше предыдущее предположение, что время – это скорее всего математический трюк или иллюзия, нежели чем фундаментальное свойство, причем как для Вселенной, так и для человека. Первоочередное – это причинно-следственная связь и движение. Причем это не касается только окружающего мира и его физических составляющих. Тот же самый искусственный интеллект – это тоже структура причинно-следственных связей. Он обрабатывает огромный набор данных и ищет в них закономерности, пытаясь установить причинно-следственные отношения между переменными, чтобы в дальнейшем на основании вводных данных, то есть на основании некоторых причин, угадывать или предсказывать следствия. Например, в навигационных приложениях, таких как Яндекс.Карты, ИИ предсказывает пробки, обучаясь на миллионах маршрутов. В медицине модели искусственного интеллекта, обученные на тысячах медицинских карт, предугадывают течение болезней, а большие языковые модели обучаются на огромных кластерах текста. Разрабатывают и обучают модели искусственного интеллекта ML-инженеры и дата-сайентисты, используя большие объемы данных. Спецы в этой области сейчас нужны всем – крупному бизнесу, стартапам, научным организациям. Работодатели заманивают их к себе круглыми суммами зарплат. Смотрите сами, в среднем им готовы платить 200 тысяч рублей. Сегодня стать мастером в мире данных может каждый, особенно если выбрать для обучения полный курс по Data Science от школы Skill Factory. Максимально выгодно начать учиться в декабре с новогодними скидками. Здесь за 14 месяцев вы пройдете путь от новичка без опыта в IT до профи в анализе данных и машинном обучении и получите официальный диплом о профессиональной переподготовке. Он круто выделит вас среди других кандидатов при поиске работы. Курс сфокусирован на практике.
Реальные проекты и стажировка в IT-компании Моторика дадут настоящий опыт, и уже через 9 месяцев вы сможете искать работу. С этим поможет карьерный центр школы. А если после обучения не найдете работу, Skill Factory вернет вам деньги. Так что если вы давно мечтаете изменить свою жизнь и попробовать себя в IT, то это хорошая возможность. И декабрь – идеальный момент для старта, ведь в Skill Factory действуют скидки до 55%, а по промокоду Великохатский вы получите 4 мини-курса в подарок. Не ждите новогоднего чуда, создавайте его сами. Возвращаясь обратно ко времени нашей двумерной вселенной и тому факту, что точка обрела возможность создавать свои собственные причинно-следственные связи, я вынужден сказать, что тут не все так просто и существуют фундаментальные ограничения, которые влияют на скорость распространения информации, что мы воспринимаем как замедление времени. Как вы помните, мы не можем передвигаться по оси X, поскольку это нарушит причинность и гипотетически разрушит Вселенную. Однако существует скорость перемещения по оси Y, превысив которую случится то же самое, и эта скорость равна глобальной скорости Вселенной по оси X. Чтобы это понять, давайте смоделируем ситуацию, при которой точка проходит один отрезок по оси X и один отрезок по оси Y. Такая ситуация еще удовлетворяет всем условиям причинности. Однако если допустить, что точка каким-то образом пройдет отрезок по оси Y больше единицы, то окажется, что она нарушит причинность по оси X. То есть это то же самое, что пример с обратным перемещением в одномерной вселенной, где образуется новая точка причины, а следовательно разрушается старая связь и старая вселенная. Все это значит, что предельная скорость движения по оси Y не может превышать скорость движения по оси X, а значит, причинно-следственная связь предательски накладывает ограничения на скорость передвижения, которая в нашей Вселенной равняется скорости света. То есть фраза, что ничего не может двигаться быстрее скорости света, немного некорректная. Более корректно сказать, что ничто не может двигаться быстрее предельной скорости распространения причинно-следственной связи в более высоком измерении. Что, согласитесь, звучит немного громоздко, поэтому и говорят со скоростью света или с предельной скоростью распространения информации. Я часто вижу, как в комментариях пишут, что мы точно не измерили скорость света. Во-первых, это заблуждение. Ученые давно измерили скорость со статистической значимой точностью. А во-вторых, возможно, теперь станет более понятно, что то числовое значение скорости света, а именно 299 миллионов 792 тысячи 458 метров в секунду, не имеет никакого фундаментального значения. Это просто полученное число в принятых человечеством единицах измерения. Например, в другой цивилизации из другой галактики будут свои единицы измерения и свое оборудование, и свое уникальное число, присвоенное для скорости света. Фундаментальной вещью является то, что совокупность огромного количества исследований указывает на то, что на данный момент скорость света в вакууме действительно постоянна и предельна. А это значит, что время может замедляться. Но почему? Я думаю, многие знакомы с примером, когда двигающийся со скоростью света гипотетический космический корабль включает фары. Такой пример невозможен в нашей Вселенной, поскольку объекты, обладающие массой, не могут двигаться с такой скоростью. Но все же, если допустить такую ситуацию, то еще в 19 веке мы бы ожидали, что скорость света приплюсуется скорости корабля и не будет никаких проблем. Однако тот факт, что скорость света предельна, вызывает проблемы, поскольку ничего не произойдет. Вообще ничего. Ведь для объекта, движущегося со скоростью света, неприменимо понятие времени, для него оно полностью замирает. Чтобы это понять, вспомните, что время для нас — это измерение пути между причиной и следствием, а в таком примере и причина, то есть включить свет, и следствие, то есть свет начал испускаться, находятся в одной и той же точке. То есть нет никакого пути, а следовательно время равно нулю.
Это значит, что какую бы вы причинно-следственную связь ни взяли, она должна происходить за ноль пути, за ноль времени. И если бы мы могли наблюдать за таким кораблем, который двигается за скоростью света, то в одной точке были бы не только фары и свет от них, но и сам корабль, то есть он был бы бесконечно плоским, поскольку корабль – это тоже система из причинно связанных частиц. Однако я думаю, многие знают, что движение относительно, что поняли еще 400 лет назад. Поэтому, если бы мы могли посмотреть от системы отсчета корабля, что тоже невозможно на самом деле, то не корабль был бы бесконечно плоским, а вся Вселенная. Ведь он бы достигал любой ее точки, любого следствия за ноль пути или ноль времени. И такие путешествия были бы похожи на мгновенную телепортацию. Так вот, с точки зрения нашей двумерной игрушечной вселенной, в которой мы выяснили, что грани конуса являются траекториями движения предельной скорости информации, мы можем прийти к выводу, что это и есть траектория движения света. Поэтому на этих прямых может располагаться только одна причинно-следственная связь, а путь будет преодолеваться за ноль времени. Все это звучит довольно запутанно, я понимаю, и требует достаточно много времени, чтобы все осознать. Но важная вещь заключается в том, что здесь появляется первый пример замедления времени, правда весьма экстремальный. Тот факт, что световой объект проходит путь за ноль времени, означает, что если бы мы каким-то образом прикрутили к нему секундомер, то он начал бы свой путь в 0 секунд и закончил бы его в 0 секунд. Причем не важно, с какой точки его запустить, и не важно, сколько будет длиться его путешествие. На такой траектории всегда будет располагаться только одна причинно-следственная связь. Поэтому, когда вы сравните свои часы с ним, и не важно, сколько пройдет времени для вас, на его часах всегда будет 0. Именно поэтому и говорят, что от системы отсчета фотона он никогда не существовал, поскольку был рожден и уничтожен в один момент причинно-следственной связи, в один момент времени. Однако мы с вами, в отличие от фотонов, можем наблюдать за ними и можем создавать свои собственные причинно-следственные связи. Мы можем существовать во времени. Но почему? Действительно, если мы говорим о том, что при максимальной скорости движения тела время равно нулю, то верно и обратное утверждение, что для неподвижного тела время течет с максимальной скоростью. Но что значит с максимальной скоростью? С бесконечной, что ли? В какой-то степени да, потому что за любой промежуток времени вы будете преодолевать бесконечное количество нульмерных точек. Но для нас всегда будет существовать ограничение в виде скорости света, поскольку без этого мы бы сразу очутились в конце времени, как бы это странно ни звучало, и снова нарушили бы причинно-следственную связь. Чтобы это понять, вспомните, что мы уже говорили, что скорость света – это предельная скорость распространения информации или причинно-следственных связей, то есть она постоянно и не изменяется. Однако теперь у нас есть доказательства того, что, например, для фотона время вообще останавливается. Это значит, что информация также может распространяться и во времени. Следовательно, предельная скорость распространения информации в пространстве должна преобразовываться в скорость распространения во времени. А учитывая, что скорость распространения информации неизменна, зависимость времени от скорости будет выглядеть в виде такой четверти окружности. Уже сейчас можно определить, что зависимость не прямолинейная, и ощутимых искажений во времени можно добиться только после 50% скорости света. Однако, чтобы точно понять, о чем идет речь, давайте снова вернемся к нашей игрушечной вселенной и создадим несколько точек путешественников и выдадим им часы. Я напомню, что жители такой вселенной могут двигаться только по оси Y, поэтому, оставаясь неподвижным в этой оси, объект будет находиться в покое. Однако он будет двигаться в оси X, поскольку это глобальное движение той вселенной, в которой он находится.
Поэтому, учитывая, что его часы — это цикличный объект, который отмеряет одинаковые промежутки времени, и неважно сколько, будь то секунда, час или миллиард лет, мы можем зафиксировать несколько промежутков пути. Теперь давайте отправим в путешествие точку с примерной скоростью в 20% от скорости света. Учитывая зависимость, полученную ранее, его часы будут тикать медленнее, однако скорость распространения информации, как мы уже выяснили ранее, неизменна. Поэтому каждый пройденный им отрезок пути будет длиннее, чем у объектов покоя. Если мы запустим еще несколько путешественников с более высокой скоростью, то их часы будут тикать еще медленнее, а значит промежутки пути будут увеличиваться еще больше. А на скорости света, то есть на грани конуса, как мы уже говорили, вообще возможен только один бесконечно удаленный промежуток. Однако главный трюк заключается в том, что если один из наших путешественников соскучился за другим и решит его навестить, то в момент, когда они встретятся, их часы будут показывать разное время. То есть путешественник, который двигался с более высокой скоростью, буквально будет моложе своего друга. Но почему? Буквально через пару минут мы об этом узнаем. Но прежде я хочу сказать, что гравитация и время никого не щадят, так что практически каждый из нас столкнется с проблемой боли в спине, как, например, у меня. Причин у такой боли много, но главная из них – это спазм глубоких мышц позвоночника. Поэтому хорошей новостью является то, что еще 10 лет назад наши челябинские нейрофизиологи под руководством Юрия Карюкалова придумали оригинальную методику под названием Cordus и Sacrus, которая обрела бешеную популярность во всем мире и может помочь решить болезненный вопрос раз и навсегда. Аппараты Cordus и Sacrus прошли сертификацию в России и за рубежом. Спросом они пользуются в 48 странах, а за 10 лет во всем мире их продано около 200 тысяч штук. Причем прямых аналогов у них нет. Вот такой ортопедический тренажер называется Cordus. Он подходит для всех участков позвоночника, включая поясницу, грудной отдел и шею. Вершины тренажера под собственным весом вашего тела погружаются до 3 см вглубь и давят на зажатые мышцы, в результате чего спазм снимается, мышцы расслабляются, боль уходит и возвращается легкость. А улучшить результат можно, используя Cordus в паре со специальным аппаратом для крестца и поясничного отдела позвоночника – Sacrus. Базовые модели доступны по цене в 5000 рублей, но есть и более продвинутые, например, Cordus Vibra с режимом вибрации, который помогает от боли даже в запущенных случаях. Или новинка, которую я решил заказать лично себе, Sacrus Physio с вибрацией и микротоковой стимуляцией для эффективного лечения защемления седалищного нерва. Революционным продуктом компании этой осенью стал нейротрекер – медицинский браслет, который отслеживает состояние здоровья человека по многим показателям, от двигательной активности до изменения уровня глюкозы в крови и ЭКГ. Главное отличие нейротрекера от существующих на рынке девайсов в мониторинге активности нервной системы. Гаджет даже способен за сутки до первых симптомов выявлять инфицирование, что очень удобно с пожилыми членами семьи. Если резко поднимется давление, вам придет уведомление на телефон. Так что если вы хотите избавиться от боли в спине, то переходите по ссылке в описании, а по промокоду на экране получите скидку 10%. Возвращаясь обратно, я думаю, многие уже догадались, что разговор идет вокруг специальной теории относительности Эйнштейна, которая в самой простой формулировке описывает отношение пространства и времени в зависимости от скорости движения. Однако вы могли заметить, что на протяжении всего видео я максимально старался не использовать данные термины, а свои рассуждения вел от теории информации. Скоро вы поймете, почему я так делал, но для этого нужно разобрать базовые концепты в интуитивно знакомых для нас определениях и ощущениях.
Так вот, в рамках СТО наша игрушечная Вселенная немного преобразится. Координата x примет название времени, а координата y примет название пространства. Это значит, что у Вселенной в целом, которая в нашем случае состоит только из двух координат, есть свое глобальное течение времени, которое как раз-таки равняется предельной скорости распространения информации или скорости света. То есть, если бы у Вселенной были часы, то они бы совпадали с часами объекта, который находится в покое и двигается по оси ее времени. Но что это значит, что у Вселенной есть время? Мы уже с вами об этом говорили. Время — это путь между причиной и следствием. То есть у Вселенной есть причинно-следственная связь, что звучит очевидно. Ведь она когда-то появилась, и что-то с ней должно произойти. Либо она где-то закончится, либо будет эволюционировать вечно, либо же отскочит обратно. Неважно, каким будет конец, важно то, что все это будет следствием. Поэтому, если превысить скорость распространения информации, то это разрушит ее причинную связь и, вероятно, уничтожит Вселенную. Однако более важно то, что каждый объект, который находится внутри Вселенной, тоже обладает своим собственным временем, которое зависит от его системы отсчета. То есть для каждого объекта, неважно какого, будь то человек, планета, целая галактика, время будет течь по-разному. Но опять же, что значит каждый объект обладает своим собственным временем? Да все то же самое. Это значит, что каждый отдельный объект может создавать свои собственные причинно-следственные связи. Например, те же самые часы, которые мы выдали нашим путешественникам, в действительности это устройство по созданию причинной связи, где причина стрелка начала двигаться, а следствие она сделала полный оборот и вернулась на прежнее место. Другими словами, мы искусственно ввели источник причинной связи или источник времени в нашем классическом понимании. Но этот источник не отражает действительной картины времени. Это научный инструмент, который помогает проводить измерения и только. Поэтому, когда люди говорят, что время и часы – это изобретенный людьми инструмент, это верно. Однако, когда они используют этот аргумент с целью доказать, что времени вообще не существует, это уже поспешные выводы. Это то же самое, как говорить, что не существует понятия длины, потому что линейку придумал человек. Как бы там ни было, более важным является то, что такой источник причинной связи, как часы, дает нам возможность ответить на вопрос, который, возможно, вы уже упустили из памяти. Почему часы путешественников, которые решат встретиться, будут показывать разное время? Да все просто, потому что никто и ничто не в состоянии вернуться в реальное прошлое, как относительно глобального течения времени Вселенной, так и относительно времени каждого объекта по отдельности. В действительности, через все причинные отрезки часов проходят так называемые гиперболы. Они отражают ту зависимость четверти круга по преобразованию скорости во времени в скорость в пространстве, которую мы обсуждали ранее. То есть, чем быстрее двигается объект, тем медленнее для него течет время или увеличивается причинно-следственный путь, в данном случае тик часов. Поэтому по мере встреч путешественников они будут замечать разность в возрасте и что их часы показывают разное время, а тот, кто был на околосветовой скорости, вообще практически не постарел, но и, вероятно, не застал своего друга. Я снова пойму всех тех, кому это покажется странным, и совершенно верным будет усомниться в том, что скорость распространения информации постоянна или что время замедляется. Но будь это не так, то сложилась бы ситуация, где путешественник мог бы попасть в прошлое другого объекта, что хорошо заметно на небольших скоростях. То есть, если бы время не замедлялось, и он бы совершал одинаковые промежутки времени, то снова встретившись с путешественником в покое, он бы обнаружил, что на его часах прошло больше времени. То есть реальный объект находится не в той точке пространства-время, а уже в другой. А значит, такая встреча нарушит его причинно-следственную связь, что разрушит локальную вселенную.
вы снова могли бы усомниться и сказать, что это просто двухмерная геометрия. И если бы такое случилось в реальности, например, вы вернулись сами к себе из будущего, чтобы сказать себе покупать биткоин в 2008, то это повлияло бы только на вашу жизнь, ну или на жизнь планеты, что-то типа фильма «Назад в будущее». Однако это заблуждение нашей интуиции. Мы просто привыкли выделять себе особое место во Вселенной и субъективизировать свое существование. То есть я – это я, а планеты, Земля, Солнце и другая далекая Вселенная – это разные объекты. Но в действительности это не так. Вся Вселенная состоит из элементарных частиц, а в свою очередь элементарные частицы описываются единичным набором квантовых полей. Это значит, что все фотоны во Вселенной – это возбуждение одного квантового электромагнитного поля. Все глюоны Вселенной – это возбуждение одного глюонного поля и так далее по всем частицам стандартной модели элементарных частиц и их братьев-античастиц. Другими словами, этот набор квантовых частиц существует на протяжении всего времени Вселенной. Следствием их возбуждений являются частицы, следствием частиц являются атомы и физические силы, а следствием уже этого являемся мы и все то, что нас окружает. Поэтому даже то, что мы воспринимаем вакуумом или пустотой, в действительности не является таковым. Это просто область, где взаимодействие полей частиц и античастиц уравновешивают друг друга, а наши примитивные органы чувств не замечают изменений. Однако более точное оборудование позволяет определить, что даже в вакууме возникают квантовые флуктуации, возникают пары частиц и античастиц. Многие говорят, что мы состоим из вещества погибших звезд, но на самом деле мы и все остальное во Вселенной состоит из вибраций энергии, которые возникли в самом начале ее существования и нарушили идеальный баланс, нарушили идеальную симметрию мира, что, кстати, и стало причиной возникновения Вселенной. Но значит ли это, что все вокруг реально состоит из одного набора квантовых полей, и они более фундаментальны, чем частицы? Или все-таки это математический инструмент, как часы? Это вопрос дискуссионный. На данный момент нет ни теоретической, ни технологической возможности взглянуть на такой масштаб. Мы можем фиксировать лишь следствие в виде частиц. Однако это бесспорно означает, что все во всей Вселенной связано между собой закономерностью, которая описывается полем. А поле – это просто сетка замеров, на которой можно зафиксировать распространение причинно-следственных связей. То есть неважно, реально ли время или нет, инструмент в виде часов поможет нам определить путь причинно-следственной связи. Так и неважно, реальны ли поля или нет, сетка замеров позволит сделать то же самое. Поэтому, возвращаясь обратно к теме времени и нашему путешествию в обратном направлении за биткоинами, важно не упустить тот факт, что все объекты Вселенной так или иначе связаны между собой. Вы не отдельный объект, а буквально часть Вселенной. Поэтому правила специальной теории относительности действуют не только относительно траектории покоя, а относительно каждого объекта во Вселенной, относительно каждого квантового поля. Со стороны движущегося путешественника это не он удаляется, а другой объект. Это не он сплющивается, а сплющивается целая Вселенная. Поэтому, чтобы удовлетворять причинным требованиям всех объектов во Вселенной, все пространство и время относительно и деформируются по гиперболам причинно-следственных связей, согласно преобразованию Лоренца. И именно поэтому не говорят пространство и время, а говорят пространство-время, тем самым подчеркивая, что это единое и неразрывное явление, которое существует только вместе и никак иначе. Так что если кому-нибудь и удастся нарушить хоть одну причинно-следственную связь, скорее всего, это разрушит всю Вселенную.
Здесь важно отметить, что к выводам специальной теории относительности можно прийти разными путями, как математическими, так и геометрическими. Я же рассказываю именно тот, который близок лично мне и пытается ответить на некоторые философские вопросы «почему?». В действительности найти абсолютно покоящийся объект во Вселенной и определить глобальную ось времени невозможно. Сам объект гипотетически существует, однако чтобы его обнаружить, нужна точка отсчета из более высокого пространства, как, например, мы из пространства 3+1 наблюдаем за нашей игрушечной Вселенной. Ну и, наконец, все сделанные выводы справедливы для нашей четырехмерной Вселенной с 3 пространственными координатами и 1 временной. В общем, резюмируя все сказанное, глобальное течение времени Вселенной дарует возможность создавать локальные причинно-следственные связи во времени, но накладывает ограничения на скорость распространения информации. Однако условия соблюдения этих связей заставляет быть пространство-время относительным, что мы, люди, интерпретируем как замедление времени или изменение длины. Ну и теперь, когда мы хоть немного понимаем, о чем именно говорят физики, рассказывая о пространстве времени, мы можем постараться найти ответ на наш вопрос, существует ли реально время во Вселенной. Однако прежде, в какой уже раз, я хочу в отдельности поблагодарить мистера Пеппа за его поддержку канала. Надеюсь, время никогда не будет для тебя проблемой. Спасибо. Грустная новость заключается в том, что квадриллионы комментариев, написанные в споре про реальность времени, бессмысленны. Ведь дать верный ответ на такой вопрос невозможно, поскольку те факты о пространстве времени, которые мы имеем, могут интерпретироваться совершенно по-разному и зависеть от наших личных убеждений. То есть считать ли пространство-время настоящим физическим объектом по типу некой ткани, на которой разыгрывается история нашей Вселенной, или же это нечто другое, что просто по удачному совпадению описывается геометрическими закономерностями. Так вот, на этот вопрос нет ответа, ведь по крайней мере на данный момент мы не можем заглянуть в более высокое измерение и разглядеть всю нашу Вселенную, или опуститься на масштаб планковских величин, чтобы, возможно, обнаружить какую-нибудь реальную структуру. Поэтому в научном сообществе вопрос реальности пространства-времени остается дискуссионным. Часть ученых считает, что это реальный физический объект, ведь он не только дает понимание о пространстве и времени, но и отвечает на многие другие вопросы, на которые у нас просто нет на данный момент времени. Например, о природе энергии и гравитации. То есть, что такое гравитация? Это постоянное ускорение, с которым любое тело будет двигаться в направлении центра масс. Мы можем смоделировать такую ситуацию, взяв планету и огромное яблоко с ракетой. В нашей модели отключена гравитация, поэтому сначала яблоко просто находится возле планеты. Но когда мы включаем ракету, яблоко ускоряется к центру, что аналогично гравитации, и просто упирается в нее. Однако проблема такой гравитации заключается в том, что у ракеты когда-нибудь закончится топливо, а следовательно она перестанет ускоряться. В свою очередь у гравитации никогда топливо не заканчивается, у нее вообще нет никакого источника энергии и движения, но она все равно ускоряется к центру. Почему? Ну, во-первых, на самом деле у нас есть постоянный источник движения. Это движение во времени. Когда мы говорили, что яблоко просто находится рядом с планетой, на самом деле они постоянно двигались параллельно по оси времени. А когда мы включили двигатели, яблоко начало искривлять свой путь в виде дуги. Но как нам создать постоянное ускорение без источника энергии? Да просто сказать, что масса, а масса на самом деле тоже энергия, искривляет саму траекторию, искривляет пространство. Причем чем ближе к ее центру, тем оно становится сильнее. Поэтому яблоко двигается по аналогичной траектории, что и с ракетой, а мы воспринимаем это как ускорение или гравитацию.
Примерно на таком предположении уже родилась общая теория относительности. Но что более важно, это сработало. Причем сработало настолько хорошо, что почти за 100 лет изучения были поставлены тысячи экспериментов, которые подтвердили это предположение. Но не был поставлен ни один эксперимент, который бы его опроверг. И, кстати, отсюда же видно, почему время замедляется возле больших массивных объектов, например, как черные дыры. Да все по той же причине того, что пространство становится больше, а значит увеличивается причинно-следственный путь, увеличивается временной отрезок. В общем, как бы там ни было, отсюда же вытекает и главная проблема, а то не отвечает на вопрос, почему масса-энергия искривляет траекторию движения. Мы бы могли предположить, что на самом деле нет никакой деформации пространства-времени и сказать, что за искривление траектории движения отвечает еще одно квантовое поле. Тогда бы гравитация являлась еще одной реальной силой с частицей-переносчиком, так называемым гравитоном, а геометрия АТО была бы удачным совпадением. Однако такое поле просто не вписывается математически в КТП, а все попытки обнаружить гравитон экспериментально не привели к успеху. Также мы могли бы предположить, что пространство-время является реальным физическим объектом, на котором располагаются все квантовые поля. Оно реально деформируется, а гравитация является псевдосилой. Однако тогда пространство-время должно из чего-то состоять, из каких-нибудь дискретных единичных элементов, как, например, одномерные петли в петлевой квантовой гравитации. Но проблема заключается в том, что проверить мы это не можем, поскольку не можем заглянуть на масштабы меньше планковских. Так еще и СТО, как мы уже обсудили, допускает бесконечное приближение к скорости света. И это не предположение, это факт. Следовательно, она допускает и бесконечное уменьшение длины, что в один момент заставит любую дискретную структуру сколлапсировать в черную дыру. Добавьте к этому, что АТО имеет нерешаемую проблему с сингулярностями, также что квантовая теория поля тоже далеко не идеальна, и помимо гравитации не описывает существование темной материи и темной энергии, а также кучу других проблем и несостыковок, и вы получите другой лагерь ученых. Часть из которых считает, что неверна квантовая механика и КТП, часть из которых считает, что неверна АТО, а часть из которых считает, что вообще неверны обе главные теории, и мы немного заблудились в науке. Поэтому для большинства людей из этого лагеря ответ на вопрос, реально ли время, скорее всего будет отрицательным. Так вот, лично себя я в большей степени отношу именно к этой группе. А к какой группе будете относить вы и будете ли считать время реальным или нереальным, решать только вам. Это зависит от ваших личных убеждений. И на самом деле мы подошли к моменту, когда я отвечу на вопрос, почему с самого начала я старался вести рассуждения только со стороны теории информации и причинно-следственных связей и не использовал термин времени. Например, с моей точки зрения, в физической реальности времени нет никакой необходимости. Время – это иллюзия на всех уровнях реальности, включая время Вселенной и наше локальное время. Более фундаментальной вещью для меня являются причинно-следственные связи и движение между ними. Именно они рождают ту реальность, в которой мы существуем. А как мы назовем это движение и как будем измерять часами, километрами, световыми годами или бананами, не имеет никакого смысла. Все это простые концепты нашего существования. Это концепты, созданные причинно-следственными связями нашего мозга, чтобы упростить жизнь в хаосе Вселенной. Однако самой Вселенной на эти концепты все равно. Причем причинно-следственные связи настолько фундаментальны, что без них невозможно построить любую альтернативную концепцию Вселенной. Например, вам может нравиться голографический принцип Вселенной, но в нем одно дополнительное пространство должно быть закодировано в масштабе голограммы. Или вам нравится принцип симуляции Вселенной, тогда одно дополнительное пространство вы должны закодировать в такт вычислений. И какую бы другую концепцию Вселенной
Вселенной вы бы не взяли, она не обязана иметь пространство и время как фундаментальные составляющие, но она обязана следовать правилу, что все причинно-следственные связи должны сохраняться. Однако самым удивительным и в какой-то степени шокирующим является то, что какой бы ни была истинная физическая структура и природа Вселенной, для нас, людей, это вообще не будет иметь какого-либо значения. Мы также будем использовать часы для организации жизни, мы также будем интуитивно ощущать трехмерное пространство, и мы также интуитивно будем ощущать время. Другими словами, то, что мы воспринимаем и ощущаем и интерпретируем как Вселенную, не изменится. Ведь мы познаем мир с помощью наших органов чувств и когнитивных возможностей нашего мозга. А как я уже говорил ранее, это довольно примитивные инструменты, которые однозначно не отражают картины реальности. И это не просто слова. Попробуйте представить четырехмерное пространство-время, в котором мы существуем. Вы этого не сможете сделать. Или попробуйте представить состояние суперпозиции и нелокальности квантовой механики. Вы этого не сможете сделать. Мы можем выразить это математически, и мы можем найти интуитивно понятные аналогии, но мы не можем ощутить этого. Мы не можем действительно осознать истинную картину реальности. В какой-то степени мы все живем в иллюзии реальности. Но это не значит что-то мистическое, как любят рассказывать на Ютубе. Это просто значит, что на данный момент мы довольно ограничены в наших инструментах осознания мира. И в завершении я бы хотел сказать, что когда речь идет об Альберте Эйнштейне в контексте его общей теории относительности, часто формулировки звучат так, что как будто бы он буквально воспринимал пространство и время как реальные физические объекты. А многие и пугающе часто даже позволяют себе критику в его адрес на этом фоне, хотя сами ни разу в глаза не видели уравнения поля Эйнштейна. Лично я не могу залезть к нему в голову или спросить напрямую. Однако я хочу прочитать цитату, прописываемую Альберту Эйнштейну. «Время и пространство – это способы нашего мышления, а не условия, в которых мы живем». Надеюсь, мне удалось рассказать вам что-нибудь новое о времени. А если вам еще и понравилось, то я попрошу поддержать канал лайком или по ссылкам в описании. С наступающим вас Новым Годом! И пусть время всегда вас радует. Извините, донатеры, сегодня не скажу ваших имен. Скажу в следующий раз. Ничего не успеваю. Будьте осторожны с информацией. Всегда делайте выводы своей головой. Увидимся в Новом году.